Кремль дал понять, мирный план с правками Киева и Европы Москву не устроит. Но Путин готов поговорить с Макроном. И, возможно, поздравит Трампа с Рождеством. Российские войска прорвали границу в Сумской области и ворвались в село Грабовское. Там идут бои. Одесская область после недели ожесточенных атак россиян. Исторический блэкаут в Сан-Франциско. Из-за отключенных светофоров умные такси без водителя не смогли проехать ни метра. Первая в мире астронавтка в инвалидном кресле уже слетала в космос и вернулась. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Кремль дал понять, что не намерен принимать изменения в так называемый «мирный план» Дональда Трампа, на которых настаивают Киев и европейские страны. Помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что предложения, внесенные Украиной и ее европейскими партнерами, не приближают достижения договоренностей. По его словам, Москва считает такие правки контрпродуктивными. Ушаков также сообщил, что подготовка трехсторонней встречи экспертов России, США и Украины сейчас не ведется. Он подчеркнул, что о проведении подобного формата никто всерьез не говорил. Кроме того, в Кремле заявили, что российская сторона пока не получала от США каких-либо обновленных документов по мирному плану после консультаций Вашингтона с Европой и Украиной. Возможности достичь долгосрочного. А вот какая-то информация о том, как они выдадут эти изменения сейчас, на сегодняшний день? Через прессу мы какие-то получали сигнал. Но, честно говоря, я сам никаких бумаг не видел. Откровенно говоря. Пока не от Дмитриева нет никакой информации. Дмитриев Боливра пьет. Гольф, наверное, не играет, он не умеет там. Все остальное делает то, что нужно. А есть Но в командировке там. Есть какие-то уже прикидки, когда нам покажут этот итоговый план, который получился по итогу? По телефону расскажут или приедут сюда? Сейчас Дмитриев в Майами, он встречается с рядом коллег, там вернется в Москву, удовольствие, молимся, что дальше делать. Кстати, по-моему, американцы не отменяли еще Рождество. Наверное, в эти дни работать мало кто будет. Только те, кто был упорный. А скажите, пожалуйста, с украинцами возможен контакт? Я не знаю, есть ли там украинцы. Но они должны были на день раньше как-то людей. Юрий, скажите, пожалуйста, а вот... Он едет для разговора с нашими партнерами, с которыми мы неоднократно встречаемся. Американские партнеры. А скажите, пожалуйста, вот эта идея трехсторонней встречи, которую поддержал Зеленский, и якобы некоторое время назад высказал Трамп. Трехсторонней встречи, но не на высшем уровне, а на уровне экспертном. Она... Нет, вы что-то о ней знаете? Пока никто серьезно об этой инициативе не говорил, и она не находится в проработке, насколько я знаю. Президент США Дональд Трамп и Владимир Путин пока не планируют разговаривать по итогам мирных переговоров в Берлине и в Майами, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. А планирует ли Путин поздравить Трампа с наступающим Рождеством, католическим годом? Мы сообщим. А до конца года возможен звонок с Трампом? Пока нет в графике, но при необходимости он может быстро быть организован. Также Кремль заявил о готовности Владимира Путина обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне слов Макрона о том, что Европе необходимо найти способ возобновить прямой диалог с Путиным в случае, если текущие переговоры о долгосрочном мире не дадут результата. Во Франции приветствовали сигнал из Москвы. В Елисейском дворце заявили, что вторжение России в Украину и позиция Путина ранее сделали диалог невозможным, однако по мере того, как перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится более реальной, возобновление контактов снова выглядит целесообразным. Французская сторона отметила, что приветствует публичную готовность Кремля к диалогу и заявила, что в ближайшие дни будет определен формат дальнейших шагов.
Цель возможных переговоров в Париже обозначили как содействие прочному и долгосрочному миру для Украины и Европы при полной прозрачности и координации с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Российские оккупационные войска зашли в приграничное село Грабовское Сумской области, расположенное непосредственно на линии государственной границы. Попытки штурма на этом участке продолжаются уже несколько дней. Утром в субботу российские войска вновь активизировали наступательные действия на севере Сумской области. Однако подтвержденных успехов, по оценке аналитиков, не добились. В то же время Минобороны России и так называемые российские военкоры заявляют о захвате населенных пунктов Высокое и Грабовское. Аналитики Института изучения войны отмечают, что до этого не фиксировали боевой активности на данном участке границы со времени боев конца лета 2025 года вблизи Демидовки Белгородской области. По словам российских источников, реальные масштабы наступления остаются неясными. Российские военные телеграм-каналы предполагают, что целью наступления на Грабовское является попытка прорыва к трассе Р-45 Сумы-Харьков, по которой осуществляется переброска украинских сил вдоль границы. До этой трассы менее 10 километров. В группировке Объединенных сил Украины сообщили, что в Грабовском продолжаются бои и принимаются меры по вытеснению российских подразделений обратно на территорию России. При этом в соседнем селе Ресное, по данным украинской стороны, российских военных сейчас нет. Староста Грабовского Людмила Кремезная сообщила, что в ночь на 20 декабря оккупанты вывезли из села около 50 мирных жителей. По данным Кордон Медиа, людей принудительно доставили на территорию России для так называемых фильтрационных мероприятий. Омбудсмен Дмитрий Лубенец заявил, что Украина требует немедленного возвращения незаконно вывезенных гражданских лиц, предоставления информации об их местонахождении и условиях содержания. По предварительным данным, людей удерживали без связи и надлежащих условий, после чего принудительно вывезли в Россию. Россияне как минимум 5 раз с четверга нанесли удары по мосту через Днестр в районе украинского села Маяки, к юго-западу от Південного. Об этом в субботу сообщили украинские власти. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается отрезать страну от Черного моря. По его словам, последние дни сопровождаются усиленными авиаударами по портам, энергетической инфраструктуре Одесской области, а также по ключевому маршруту в сторону границы с Молдовой. Мост через Днестр соединяет части региона, разделенные рекой и морскими лиманами, и является основным транспортным коридором на запад, к пограничным переходам с Молдовой. Сейчас он не функционирует. По данным властей, через этот маршрут ранее проходило около 40% поставок топлива в Украину. На видеокадрах, распространенных украинским правительством, видно, как чиновники осматривают поврежденный мост, а коммунальные службы с помощью спецтехники расчищают проезжую часть от обломков. Позже представители властей провели совещание с сотрудниками мэрии соседнего города Арцис. Решение, принятое 8 лет назад, этой зимой стало настоящим спасением для школ на юго-западе Одесской области. Еще в 2017 году здесь начали переводить учебные заведения на отопление котлами, работающими на соломе. В селе Морозлиевка после сбора урожая фермеры оставляют солому, которую местные власти перерабатывают, прессуют в тюки и доставляют в школы. Благодаря фермерам, которые с нами сотрудничают и оставляют нам солому, мы перерабатываем ее сами, прессуем в тюки и собираем в большие штабеля. Достаточно привозить ее 2 раза в неделю. Техника загружает солому и доставляет ее в учебные заведения. Поставки осуществляются 2 раза в неделю. На фоне усиленных ударов России по энергетической инфраструктуре Украины такая система позволила школам не зависеть от внешних источников энергии. Это особенно важно сейчас, когда обстрелам подвергаются ключевые объекты региона. С четверга российские войска не менее 5 раз атаковали мост через Днестр в районе села Маяки, основную транспортную артерию, соединяющую Одессу с юго-западом области и границей с Молдовой. Я прихожу, сам очищаю котел и загружаю его вручную. Закладываем 2 тюка, потом поджигаю, включаю вентилятор, подачу воздуха, и так мы отапливаем нашу школу. Это происходит 3 раза в день. Поначалу идея отопления соломой вызывала сомнения у руководителей школ. Однако, как отмечает директор Широковского лицея Александр Загородний, система оказалась эффективной и экономичной.
Сначала мы отнеслись к этому виду топлива, скажем так, со скепсисом, потому что это солома. Как можно отапливать такое большое здание соломой? Наша школа, к примеру, 3500 квадратных метров. Как можно отапливать такое большое помещение? Но после установки мы поняли, что это очень выгодный вид топлива, очень экономичный, и он поступает с наших собственных полей. В Алексеевском лицее подчеркивают, переход на альтернативное топливо был осознанным шагом к энергетической независимости. Сегодня соломенные котлы обеспечивают тепло в классах, и учебный процесс продолжается, несмотря на зиму и войну. Еще в 2017 году мы приняли решение, думая о нашем будущем. А будущее можно обеспечить только собственными усилиями, используя свои ресурсы. Поэтому мы решили приобрести и установить котлы, работающие на альтернативном топливе — соломе. Потому что в нашем регионе, слава богу, ее достаточно. Мы ни от кого не зависим, никому ничего не должны. Мы заготавливаем собственную солому, и наша система отопления всегда работает. Сан-Франциско в субботу вечером частично погрузился во тьму из-за масштабного отключения электроэнергии. Без света остались почти 30% города, более 130 тысяч домов и предприятий, преимущественно в северо-западных районах, включая Ричмонд, Сансет, Пресидио и парк Золотые ворота. К утру воскресенья энергоснабжения не было примерно у 36 тысяч потребителей. Из-за отключения остановила работу служба беспилотных такси Waymo. Автомобили не могли двигаться без работающих светофоров и были вынуждены остановиться прямо на улицах. В соцсетях появились видео с автономными машинами, стоящими на перекрестках с включенной аварийной сигнализацией. В одном из случаев пассажир оказался заблокирован внутри автомобиля. Отчасти авария связана с пожаром на подстанции компании Pacific Gas and Electric в центре города. Власти сообщили, что электросеть стабилизирована и новых отключений не ожидается. Работа общественного транспорта была нарушена, светофоры и железнодорожные линии временно отключены. Горожан призвали не выезжать без необходимости, а полиция усилила патрулирование районов без энергоснабжения. Мэр Сан-Франциско призвал жителей соблюдать меры безопасности и проверять, не нужна ли помощь соседям. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не заинтересован в том, чтобы Украина проиграла войну, поскольку это стало бы катастрофой для его страны. Венгерский премьер в своем очередном выступлении на предвыборном митинге также сказал, что стабильность в Украине имеет большое значение для Венгрии, которая получает из Украины электроэнергию и газ. Я должен сказать, что развал Украины стал бы большой проблемой для Венгрии. Поэтому Венгрия не только не заинтересована в развале Украины, но и должна делать многое, чтобы этого не произошло. Люди в нашем регионе это понимают, как открыто, так и между строк. Ценность ваших денег зависит не только от состояния вашей страны, но и от состояния соседей, которые живут рядом. Так обстоят дела и между странами. Лучше всего было бы, если бы рядом с нами была только Австрия. Пока у нас так не получается. Я скажу две вещи. Общие поставки электроэнергии из Украины составляют для Венгрии 44%. Без этого мы бы обрушились. 58% газа, который мы потребляем, поступает из Украины. Иными словами, мы импортируем российский газ и в каком-то смысле становимся частью Украины. Мир немного сложнее, чем кажется из Брюсселя. Ситуация такова. Нам нужна стабильная Украина. Мы оказываем помощь. И неприятно, что часть этого воруется. Но война не укрепляет Украину. Она разрушает ее. Только мир способен укрепить Украину. Те, кто поддерживает Украину, должны хотеть мира. Сегодня Украина не усиливает Европу, а забирает у нее силы. Украина нас не укрепляет, а ослабляет. Потеряно 180 миллиардов евро, и теперь решили вложить еще 90 миллиардов. Итого 270 миллиардов евро. Страна размером с Украину могла бы быть построена на эти деньги или модернизирована современным образом. Если бы эти средства были направлены в Северную Африку, мы бы создали такие проекты, что мигранты не приходили бы в Европу оттуда. Огромные суммы, огромные возможности. И все это оказалось бы потрачено впустую. В Санкт-Петербурге в ближайшие 2 дня проходят заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит стран СНГ. На встречах планируют обсудить вопросы интеграции, развития единого рынка и подписания соглашений, в том числе о свободной торговле с Индонезией. В Евразис входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Между тем, жители Петербурга жалуются на сбой мобильного интернета. По данным сервиса Down Detector, не работают банковские приложения, сервисы доставки и мессенджеры. Местные СМИ связывают это с проходящими саммитами и приездом иностранных делегаций.
В индийском штате Одиша экзамен для поступления в службу гражданской обороны, так называемых хоумгардов, провели прямо на взлетно-посадочной полосе аэродрома в городе Самбалпур. В первом этапе отбора приняли участие тысячи кандидатов. На кадрах с дрона видно, как соискатели сидят рядами прямо на асфальте, без парт и стульев. Экзамен является обязательным этапом при приеме на службу и не требует высокого уровня образования, поэтому традиционно привлекает большое количество желающих. По данным Международной организации труда, уровень безработицы среди молодежи в Индии в возрасте от 15 до 24 лет в 2023 году составлял около 18%. В целом безработица в стране в 2024 году достигла 8,5%. Это заметно выше допандемийных показателей. Эксперты отмечают, что высокая конкуренция за государственные рабочие места отражает ограниченные возможности трудоустройства, особенно для молодежи. Аэрокосмическая компания Blue Origin, основанная Джеффом Безосом, в субботу отметила историческое событие. Впервые за линию Кармана, условную границу космоса, поднялся человек, передвигающийся на инвалидной коляске. Немецкий аэрокосмический инженер Михаэла Бентхаус, сотрудница Европейского космического агентства, получила травму спинного мозга в 2018 году после аварии на горном велосипеде. С тех пор она активно выступает за доступность космических полетов для людей с инвалидностью. Я думаю, что никогда не стоит отказываться от своей мечты. Правда? Даже если иногда вероятность того, что она сбудется, очень мала. Мне просто невероятно повезло. И я очень благодарна Блю, Хансу и всем, кто сказал «да» этому путешествию. Бентхаус отправилась в космос вместе с Джои Хайдом, Хансом Кёнигсманом, Нилом Милхом, Адонисом Пурулисом и Джейсоном Стенселом. Ракета New Shepard стартовала в 9 часов 16 минут по восточному времени США с космодрома Blue Origin в Техасе. Экипаж провел несколько минут в состоянии невесомости, после чего капсула успешно вернулась на Землю, приземлившись с помощью парашютов в пустыне Западного Техаса.